Представители знака зодиака Скорпион, скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 28 августа по 3 сентября. Вот так у нас на этой неделе лето с осенью встречается. Пролетело это лето и осень на пороге, осень – прекрасное время года. И впереди много интересного, и даже планетарные аспекты. Я так думаю, что конец 2023 года время, когда мы очень многое переосмыслим невольно, не потому что мы перед собой ставим задачи, а какая-то словно новый порядок, новая реальность отстраивается. И на этой неделе у нас 5 планет в ретро-движении, а к ним еще добавится потом 28 числа, как и Уран, августа, да, и эта планета, хоть и называют ее разрушитель, но это не разрушитель, а небесный ускоритель. Какую-то ситуацию нас словно пространство заставляет принять как данность, нравится нам или нет, какая-то объективность. 3 числа у нас как раз в конце недели происходит еще и ретро-движение. Юпитер уходит, но, правда, и заканчивает ретро-движение планета Венера. Поэтому что-то возвращает к прошлому, но совсем не потому, что мы там что-то возьмем. Скорее всего, это могут быть события, которые мы называем обстоятельства либо непреодолимой силы, либо какие-то геополитические события, либо обстоятельства вокруг нас, то, что меняется. А мы словно должны это принять как новую объективную реальность. И, может быть, те вопросы, которые были не решены у нас прежде, нам придется словно последние какие-то штрихи расставить. Но смысла что-то притягивать и пробовать заново определенно нет. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты. Любой прогноз есть прогноз, конечно, у каждого своя жизненная история, но я думаю, что вы люди очень интуитивные, какие-то подсказки, какой-то инсайт вы определенно получите. И мы сделаем сегодня в новом формате видео, я решила вот таким образом разложить карты, но вопросы мы оставим прежние. И первый наш вопрос: что важно знать? Вот давайте вот такую карту я достану. Ну вот так, вы императоры. Хотя для кого-то из вас решение вопросов в высоких инстанциях, может быть, вы можете столкнуться даже с людьми, наделенными властью, представители власти, закона, или высокие чиновники, или пошли документы какие-то оформлять, подписывать. С другой стороны, это и ваша карта, что важно знать. Рассчитываем сами на себя. Самое главное, что по этой карте мы не перепрыгиваем через какую-то систему иерархии. Ведь это ваша где-то будет энергетика в течение недели. А император — это сама по себе система иерархии. Может быть, это вы какую-то свою систему будете отстраивать буквально на работе, в своем бизнесе, если вы руководите именно процессом работы. Для кого-то из вас это может быть еще и свидетельство, что мы не должны менять какие-то наши планы, намерения, мечты, цели. Вот оно должно оставаться. Но вот как раз император, он смотрит очень объективно на все, что происходит вокруг. Его сложно выбить из колеи или застать врасплох. Почему? Он знает, что люди все время меняются, обстановка вечно меняется. И он где-то готов корректировать свои планы, чтобы что-то важное у него осуществилось. Поэтому быть где-то гибче, с учетом того, что происходит. И уверенность в собственных силах, безусловно, это тоже имеет значение. Для кого-то из вас это может быть как возможность построить карьеру или изменить свой статус. Все-таки карта у нас статусная. Вот давайте мы посмотрим, чего не избежать. По справедливости у кого-то, правда, могут проиграться как вопросы в суде или вопросы, когда мы должны увидеть какую-то объективную реальность. Все же, знаете, совпадает у аркана справедливости. Первое значение: мы должны быть честны сами с собой. Где-то не замылить себе глаза эмоциями, но тут вообще ни разу не про эмоции, а еще и про соблюдение закона. Две карты. Если мы уважаем закон, тогда он работает в отношении нас тоже со знаком плюс. Когда выпадает этот аркан, я всегда говорю: будьте аккуратны, даже дорогу переходите в том месте, где положено, а не где всегда. За рулем авто не превышайте скорость, то есть не нарушайте в минимуме какой-то закон.
И если мы оказываемся в какой-то ситуации, как будто, да, которая сопряжена, может быть, когда нам нужно знать хорошо какие-то положения, может быть, закона или какого-то порядка, у нас рядом карта император, то неплохо бы обратиться, может быть, к юристу или адвокату, ну, смотря у кого какой вопрос. У кого-то это будет означать просто по справедливости: я решаю какой-то вопрос честным с самим собой и от чего-то откажусь, дабы быстрее решить какую-то проблему, и это тоже может проигрываться. А у кого-то это будет означать, что мне необходимы знания, как закон, допустим, работает в отношении меня конкретно, да, и вы будете обращаться как раз к тем людям, которые эти законы знают или положения. И тут у каждого по-разному это может проиграться. Но эмоциональный баланс ведь у нас в одной руке меч как будто у справедливости, а во второй-то руке весы как раз. Поэтому как и честность с самим собой, повторюсь, так и эмоциональное равновесие. Мы можем получить, кстати, какую-то новость неожиданно, вполне вероятно, или документ какой-то, и тогда все будет зависеть от того, что за документ. Или мы обращаемся к кому-то за консультацией, как нам действовать, или сами обдумываем, что-то у нас может стоять на кону для вас, очень важное. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время или что нам может помешать. Если мы просто начнем что-то ожидать или надеяться на то, что какая-то ситуация решится сама по себе, или будет какой-то прогресс, время пройдет и словно так все рассосется. Нет, этого как будто не произойдет. Давайте посмотрим тогда, а что нам будет помогать. Карта харизматичного лидера, который честен сам с собой, да, вот как раз это значение проходит, который принимает решения, надеется сам на себя и где-то не строит иллюзий. Королю жезлов часто обращаются именно за советом для того, чтобы узнать, как или что он думает по поводу конкретной ситуации. Может быть, нам будет помогать вот как раз и человек, который знает, как решить какой-то вопрос. У вас тут вот так конкретно выпадает. Может быть, это где-то человек и есть, который наделен властью, и что-то вы будете оформлять, согласовывать, какие-то документы. Или, может быть, по работе есть такой человек, который, ну, тоже вы с ним имеете какое-то взаимодействие. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец, и неважно, что у нас король, тут может быть как и женщина, так и мужчина, и есть тоже какая-то помощь со стороны этого лица, тут проиграется у каждого по-своему, и у человека есть какие-то свои идеи или свое видение того или иного, ну, процесса, темы, развития какого-то, и вы можете какие-то вопросы обсуждать, и для вас, может быть, в процессе обсуждения какие-то новости придут или будут как советы полезные, да. Может быть, человек и не дает советы специально, но ведь так бывает, мы что-то обсуждаем и для себя проясняем больше. Вот что-то мы выяснить определенно на этой неделе сможем. Давайте мы узнаем, а что же тогда для нас скрыто. Вообще карта жадины, ваша уверенная позиция. И что скрыто? Не могу сказать, что, конечно, может проиграться такой человек, что вы столкнетесь, который у вас буквально будет, например, просить денег в долг, а возвращать он вам их как бы так может очень долго. Но я думаю, по этим всем картам предыдущим это не очень, ну, так, примитивная трактовка, назову ее так. Скорее всего, скрыто ваше, словно якорь, какое-то прочное положение, ваша прочная позиция сейчас. И знаете, я что должна сказать, с учетом карты императора, вы ведь должны сохранять где-то эти энергии. Если мы говорим нарочито, кто-то от нас что-то скрывает, то, скорее всего, нет. Разве что какой-то денежный вопрос, да, если уже, допустим, вы кому-то в долг дали, а человек вам говорит, а я не могу тебе вернуть. А вот тут вот может быть такое, что, ну, не хочет расставаться с деньгами. У кого-то, правда ведь, может какой-то имущественный вопрос стоит как спор в суде,
и человек тоже не хочет расставаться с деньгами. А может быть, вы не хотите расставаться с деньгами, но это в том случае, если, правда, проигрывается какой-то спор. Но в любом случае деньги есть, как и у вас, так и если есть какой-то оппонент, у него как будто тоже. Но больше я склонна думать, что это ваша прочная позиция с учетом тем более карты императоров. И, ну и понятно, что с императором у вас деньги тоже есть. Давайте мы посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Праздник после победы. То есть есть решение каких-то вопросов, то, что нас радует, и практически праздник. Значит, какой-то вы свой вопрос решите, останетесь довольны. По этой карте тоже есть, опять же, четверка, и есть определенное значение, когда у меня все под контролем, когда я себя сейчас чувствую как ресурсным, как я могу с каким-то единомышленником, как минимум одним, разделить этот праздник, или, может быть, это в вашем коллективе, если вы, опять же, руководитель, и есть какая-то новость, может быть, она касается вас, но как будто есть те, которые за вас порадуются. Мои дорогие скорпионы, тут у вас что-то на кону может стоять очень интересное. У кого как проиграется, у кого-то решение проиграется, ну, может быть, и решение спорных вопросов через суд, когда вы останетесь буквально довольны. Именно на этой неделе, если есть заседание, оговорюсь сразу, то какая-то ваша позиция, она будет учтена и, ну, как победа все-таки, да, и будет праздник. Если это по работе вы что-то хотите, значит, и тут вас тоже поддержат, или буквально получение новой должности, и вот вам, пожалуйста, может быть и праздник уже по этому поводу, но статус вы свой можете поменять. Новые перспективы перед вами могут открыться. Давайте мы посмотрим, а что же у нас по финансам. Как видят карты по финансам, карты Иерофант. Да тут как будто вам по закону, по вселенскому, по мирскому. Иерофант бедный не бывает. Это стабильность, это надежность, это деньги сами по себе. Для кого-то из вас это сумма в банке, для кого-то из вас это может быть как пассивный доход, или вы будете продумывать, как мне получить пассивный доход. У кого-то могут быть вопросы, связанные с имуществом, недвижимостью, все же старший аркан. У кого-то вопросы, связанные с вашей семьей, или вступлением в брак, или разводом, у кого что. Или это ваш какой-то союз, который словно новыми гранями чувственности может заиграть новым сотрудничеством. Вполне вероятно. Что-то здесь, знаете, как все-таки Иерофант, да, и мы говорим, это всегда, знаете, как ход небесных фишек каких-то идет, и вас подводит к какой-то реальности, к какому-то итогу, когда мы остаемся довольными, когда у нас все под контролем, когда есть какая-то ситуация надежная. И если мы сказали смена статуса, вот как раз Иерофант, это тоже смена статуса. У вас выпадает на деньги, у кого-то как расширение бизнеса, но у кого-то же ведь в личной жизни проиграется. Или через смену статуса может проиграться и по вашей работе, как будто вы меняете качество жизни. Что-то у вас очень хорошее может, или как решиться на этой неделе, или в виде возможности прийти на ваш порог. Давайте мы откроем, что в личной жизни для вас, мои дорогие скорпионы, и снова деньги, девятка пентаклей. И она нам говорит, что деньги будут, и опять же, все у нас под контролем, но деньги мы не тратим. Впереди какие-то перемены с учетом того, что 9 это по нумерологии преддверие этих самых перемен. А вообще посмотрите, четверка жезлов на работу, да, на деньги у нас Иерофант. И пусть девятка пентаклей не совсем нам говорит о том, что это где-то про любовь, но больше про материальное благополучие, и как будто мы остаемся этой неделей довольны. Наверное, это тоже немаловажно. Чтобы подвести итог, мои дорогие скорпионы, начиная от старшего аркана и император, с учетом карты Иерофант, у вас, если мы не просто сидим, выжидаем, а для вас ведь это не свойственно, что сижу пригорюнившись и жду там с моря погоды. А когда мы где-то сами действуем, но действуем по закону, очень правильно просчитываем все свои риски какие-то, но и словно Вселенная для нас открывает новые перспективы или возможности что-то решить таким образом, что, по крайней мере, этой неделе
вы останетесь довольны. И пусть тут именно про любовь нам ни одной карты не выпало, но с учетом праздника после победы и карты Иерофант какая-то, и ваша любовная история вполне вероятно может тоже решиться со знаком плюс. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.